Привет, с вами доктор Берг. В этом видео мы поговорим про мифы о воде. Я знаю, вам говорили, что в день нужно выпивать по 8 стаканов воды. Мне это говорили, всем это говорили. Так говорят всем. И однажды я все-таки узнаю, кто это говорит. Если нам нужно что-то делать просто потому, что нам так сказали, я всегда считаю это подозрительным, так как большинство из этих рекомендаций оказывается полной чепухой. Наверное, все думают, что надо разделить свой вес на 30, чтобы получить, сколько литров в день нужно пить. При весе 90 килограммов это будет 3 литра или 12,5 стаканов воды в день. И это много воды. 12 обычных стаканов. Давайте пройдемся по мифам. Первый. Тело на 60% состоит из воды. Это неправда. Напротив, воды в теле 0%. Именно воды в теле нет вообще. Это все растворы электролитов. Кровь, лимфа, моча. Все эти жидкости — это электролиты. Это элементы — натрий, калий, кальций и еще много чего есть в этих жидкостях. Это не просто обыкновенная вода. И это как бы неправда. Второй. Тело не знает, когда оно испытывает жажду. Обожаю это. Во-первых, тело знает, когда оно испытывает жажду. Вы можете ощущать жажду, голод, жар, холод, температуру. Вы можете ощущать много всего. У вас 52 восприятия. И когда кто-то говорит вам, что когда вы голодны, на самом деле вы хотите пить, это выдумки. Это ложь. Далее, третий миф. Вода вымывает жир. Поэтому вам нужно пить больше воды, так как она помогает сбросить вес. В мире нет ни одного человека, который потерял бы хоть грамм жира из-за того, что он пил много воды. Это миф. Нельзя потерять вес, лишь выпивая воду, потому что жир не растворяется в воде. Его нельзя растворить, поливая водой. Это невозможно. Возьмите кусок бекона, жирного бекона, залейте его водой, встряхните и посмотрите, растворится ли он. Иногда просто невероятно, во что верят люди. Еще говорят, что нужно пить больше воды, чтобы потом съесть меньше калорий, и тогда голод будет меньше. Это так, но до первого похода в туалет. Миф четвертый. Вода вымывает токсины. И снова ложь. Токсины растворяются в жире, а не в воде. Пестициды, инсектициды, гербициды, наркотики — все они жирорастворимые. Они не растворяются в воде, вода ничего не вымоет, и токсины останутся в жире. В общем, выпитая вода не вымоет токсины. Пятый миф. Вода помогает сухой коже. Неправда. Сухая кожа возникает при дефиците витамина А. Из-за этого страдает кожа, страдают глаза и пересыхает рот. Тело высыхает, когда ему не хватает масел из жиров. Дело не в воде. То же самое и с суставами. Суставы смазываются, и кожа смазывается, выглядя моложе, когда в теле есть масла и жир, но не вода. Люди, которые пьют слишком много воды, обезвожены сильнее всего. Как такое может быть? Из-за разницы в электролитах. Есть состояние под названием гипонатриемия. От этого состояния можно умереть, если пить слишком много воды, потому что вода вымывает все электролиты, и клетки в теле разбухают, потому что в них нет электролитов, чтобы задействовать жидкость. Разбухает даже мозг. Это может привести к коме или к инфаркту, к увеличению печени, к припадкам. Все это может произойти, если пить слишком много воды. Что же касается меня, я пью в день где-то 2-3 стакана воды. Именно столько я пью. Ваше тело приспосабливается. Если пьете мало, то и писаете мало. Если пьете много, писаете много. Тело старается сохранить естественный баланс. Лично я пью Пеллегрино, потому что мне нравится, что она газированная. Мне это нравится, кому-то нет. Это минеральная вода, природная, по-моему, из Италии. Вот что я пью. Вы можете пить фильтрованную воду. Главное, пейте только когда хотите пить. Если кто-то начнет заливать вам про мифы о воде, отправьте ему это видео. До новых встреч!